Добрый день, друзья! Сегодня так полюбившаяся вам рубрика «Вопрос в копилку». Хочу начать с вопроса Анны Калинин. Подскажите, пожалуйста, пробовал ли кто-нибудь орхидеи посадить в гелевые шарики? Комфортно им в этой среде или нет? Я года 2 или 3 назад купила упаковку гелевых шариков, чтобы попробовать. Может быть, подойдет это реанимашкам. Может быть, можно посадить просто орхидею здоровую, только в гелевые шарики. И хочу показать, что эксперимент у меня завершен. Гелевые шарики я не выбросила. Я их хорошо высушила и оставила в такой коробочке. Сейчас я налью в эту коробочку воды. И в конце видео расскажу вам именно про эти гелевые шарики. Но так как они очень давно у меня, я не знаю, как они быстро будут набирать воду. Ну вот в конце и посмотрим. Пусть стоят. Ну а теперь все по порядку. Лариса Горелик. Правда ли, что если растущий цветонос подпирать палочкой, он будет стоять, а если нет, будет свисать как лиана? И правда, и неправда. Вот цветонос, который стоит без палочки и растет ровно. Это каменная роза. А у Клеопатры я не подставляла никаких держателей. И действительно цветонос спускается. Это зависит от освещения. Если цветонос тянется хорошо, стоит ровно к свету, то я и не ставлю никаких держателей. Но бывают цветоносы, на которых, например, 8-10 цветов. Ему просто тяжело удержать, а цветонос вырос ровно. Вот если он вырос ровно и распускается большое количество цветов, для того, чтобы он не сломался, я ставлю держатель. Но если я чувствую, что цветонос опускается так, как ему хочется, как он растет в природе, и он не ломается, а потихоньку опускается и становится действительно как лиана, то я не подставляю никаких палочек. Мне нравится, когда цветонос естественно сгибается под тяжестью цветов и не ломается. Тут на ваше усмотрение. И в каком-то из видео я рассказывала. Ссылочку на это видео я оставлю в углу экрана и обязательно под видео. Я рассказывала, что если вы действительно хотите, чтобы ваши цветоносы росли как солдатики, в какое время их нужно и как прикреплять к держателю, чтобы они росли только ровно. И еще один вопрос от Ларисы Горелик. Везде вижу, продают мини-марк 2 в одном горшке. И у вас точно так же были в 2019 году. Почему? Это особенность сорта или другие причины? А еще у меня был Лас-Вегас, которых 2 в одном горшке. Позади меня стоит желтая бабочка, которых 2 в одном горшке. Просто сейчас настолько быстро выращивают, адаптируют, удобряют, вернее стимулируют, не удобряют, стимулируют гормонами, стероидами, что велика вероятность гибели одного растения, поэтому сажают 2. Садовник знает обязательно, какие растения крепкие, хорошие, уже давно адаптированы, давно выращены, то есть старый сорт, который закреплен. А вот такие, ну, хотя мини-марк непонятно для меня, он как бы закрепленный сорт, но он капризный, он просто капризный. Ну еще, да, мне
в какой-то момент нравился мини-марк. У него красивые цветочки, но он настолько выпускает длинный цветонос, что я разочаровалась в мини-марке. Цветы красивые, но метровый цветонос, который он выпускал, доращивал. И все это не вот так, как вот у этой орхидеи. Этому цветоносу в августе будет 2 года. И цветы достаточно крупные. А у мини-марка цветы всего 2 сантиметра. И он за 3-4 месяца выпускает вот такой длинный цветонос. Причем цветение цветочка, вот распуск цветочка, цветение, это неделя, может быть дней 10-12. Цветочек отпадает, раскрывается следующий, и все время у него, по крайней мере, было так у меня, 3-4, максимум 5 цветочков. А цветонос дорос до пола, больше метра был. Мне не очень понравилось это, поэтому я его подарила. А Лас-Вегасы, вот эти капризные, как говорят садовники, цветы, для того, чтобы, если вдруг у вас погибает одно растение, хотя бы осталось второе. Но знаю примеры, что погибли оба. Поэтому и сажают сразу 2, чтобы, наверное, нас не расстраивать сильно. Светлана Панкратова. У моего биглипа странная ситуация. Как только появляется новый листик, старый желтеет, засушивает, и так каждый раз. У меня тоже много таких орхидей, и как пример я всегда привожу Менкар. Вот как бы я ни хотела, он всегда, выпуская новый листик, засушивает нижний старый листик. И так происходит всегда. Цветет он в это время, не цветет он в это время. Он очень часто при цветении начинает выпускать новый листик, он еще цветет, цвел в этом году красиво, доращивал цветоносы, потом быстро отцвел, сбросил все цветы, засушил цветонос, даже сначала отсушил лист, потом выпустил новый. И всегда на нем 3 цветочка. Есть и не одна такая орхидея. Значит, такой сорт. И еще второй вопрос от Светланы. У моих орхидей совершенно нет воздушных корней. Все орхидеи посажены в коре. Но не пришло им время еще растить, наверное, воздушные корни. Это не обязательно в коре или не в коре, или в каком-то другом грунте. Но вообще-то орхидея всегда живет с воздушными корнями. Если ваша орхидея не растит пока воздушные корни, значит, ей это пока не нужно. Как только ей это понадобится, и она начнет растить корни выше грунта, они обязательно станут воздушными. Вот они. Какие-то корни уходят в горшок, какие-то остаются воздушными. В этом нет ничего ни хорошего, ни плохого. Пока ваша орхидея не хочет растить воздушные корни. Ольга Гостишева спрашивает: подскажите, в каком грунте растут драгоценные орхидеи? По своей неопытности приобрела детку такой орхидеи. Не может найти, какие условия для содержания этой орхидеи. Оля, я вам оставила все ссылки, где можно почитать об этих орхидеях, но могу сказать одно. Да, лудизия или драгоценная орхидея, я специально поставила вам свою бегонию. У меня был опыт с лудизией, сейчас расскажу. Для меня лудизия чем-то похожа на бегонию. А чем похожа? У них такие же одинаковые мясистые и водянистые стебли. Вот этой бегонии 3 года. А вообще их сажают как однолетнее растение. Вот так она у меня живет на балконе. И грунт для лудизии, он, конечно, не такой, как для бегонии.
Лудизия тоже травянистое растение. Она, кстати, по-моему, одна всего в своем роде из таких орхидей. Она наземное растение. Но это не говорит о том, что ее нужно содержать в земле. Для лудизии также нужна мелкая кора, кокосовые чипсы, небольшое количество торфа. Ей нужен и одновременно влагоемкий грунт, и хорошо проветриваемый грунт. Почему поставила бегонию? Если бегонию сильно залить, у нее начинает подгнивать стебли. Вот точно так же и в лудизии. У меня была лудизия. Я с ней цацкалась и лялькалась и устраивала танцы с бубнами. В одно место, в другое место поставлю. Ей не нужен прямой солнечный свет ни в коем случае. Ей нужно какое-то северное, западное окно, чтобы освещения было достаточно, но чтобы не было прямых лучей. Причем она такое, даже тенелюбивое растение. У нее очень красивые листья. Выращивают ее, конечно, из-за ее красивых листьев. Цветочки, вот как у этой бегонии, вообще ни о чем. Маленькие, вот такой длинной стрелкой. Запаха я не почувствовала от них. Интересная особенность. Если вдруг она сгнила, вы это отрезаете, все стебель, ставите в воду. Она прекрасно в воде попускает корни, что в принципе у меня тоже и получилось. То есть я их, наверное, залила по неопытности, потом отрезала, поставила в воду. 4 отростка у меня таких было. Все прекрасно выпустили корни. Все, я нашла всю информацию, посадила. Она растет действительно как трава. Ну, очень похожа вот на бегонию. Посадила, все прекрасно. Выбрала ей северное окно. Она растет замечательно. Но на северном окне в тот момент у меня не было освещения. Поэтому она стояла там одна. Прихожу в какой-то прекрасный момент и вижу, что ни одного стебля, ни одного листика не осталось. У меня кто-то тоже задавал вопрос, сейчас отвлекусь, кто-то тоже задавал вопрос, ваши коты не трогают орхидеи? Не трогают только фаленопсисы. Лудизию съели под корень. Наверное, она не только еще такая драгоценная, но еще и очень вкусная. Мои коты ни одного фаленопсиса никогда не погрызли. Но зато с большим удовольствием съели лудизию, кусают котлеи, если есть в прямом доступе. Точно так же все бульбовые орхидеи с мягкими листьями. Поэтому такие орхидеи стоят так, чтобы ни одному коту не было возможности дотянуться до этих полок. А фаленопсисы, наверное, невкусные, поэтому коты их абсолютно не трогают. Так что с лудизией просто нужно найти подход к этой орхидее. Она другая, она совершенно другая и отличается очень сильно от фаленопсисов. И после того, как у меня ее съели, я больше не решилась ее купить. Потому что уж очень много я устраивала рядом с ней танцев с бубнами, а цветы мне не понравились. Людмила Алиса. Купила дикого кота. Знаю, что он любитель попить, но каждые 3 дня у него корни совершенно сухие. Нормально ли поливать каждые 3 дня? Может быть, грунт еще не просох. Во-первых, я не знаю, в каком размере вы купили дикого кота. Если он большой, то я своему дикому коту, вот наверху на полке, стоит дикий кот с 2 цветоносами. Да, мне сначала казалось, что он много пьет воды. Сейчас он содержится точно так же, как любой фаленопсис. Просохли корни, я полила. Не просохли, я его через 3 дня не поливаю. Наверное, ему у меня чуть больше года. Наверное, я за это время приучила его точно к такому же уходу, как я ухаживаю за всеми фаленопсисами одинаково. Поэтому не поливаю я его каждые 3 дня. У меня сейчас поливать получается раз в 10 дней. Прекрасно себя чувствует кот. Растит цветоносы, доращивает бутончики. Так что
Но через 3 дня, я не знаю, должна какая быть жара, чтобы поливать, если они у вас... Так, сейчас. Вы не пишете, в каком они грунте. Если они в керамзите и у вас очень жарко, то, может быть, действительно они просохли. А если у вас они в коре, я очень сомневаюсь, что кора просохнет за 3 дня. И еще один вопрос. Слышала совет, что воздушные корни, чтобы приучить пить, надо поместить на сутки в воду. Как-то страшно. Как вы к этому относитесь? Ну, никогда даже у меня в голову бы не пришло помещать воздушные корни на сутки в воду. Если я пересаживаю орхидею в больший горшок, и у нее воздушные корни, я их перед посадкой обязательно замачиваю в проточной воде. Ну, или просто помещаю в какой-то, пусть это будет тазик, пусть это будет какой-то вазон, чтобы воздушные корни напитались влагой. Потому что если горшок больше и у меня помещаются туда воздушные корни, я их опускаю в горшок. Когда они напитаны влагой, они не такие ломкие. Потому что вот сейчас, если я начну вот такой корень помещать, я его обязательно сломаю. А когда веломен полон водой, его можно аккуратно согнуть и поместить в горшок. Но это перед самой посадкой. И если это действительно мне нужно. Да, какое-то количество корней, если их много, я обязательно сажаю. Не надо приучать. Вы будете поливать, и орхидея сама привыкнет к этому содержанию. Ну, то есть мы же все равно делаем как в природе. Мы поливаем и высушиваем. Поливаем и высушиваем. Поэтому воздушные корни очень быстро привыкают к такому содержанию. Ни один воздушный корень, который я опустила при посадке в горшок, ни один не пропал, а дали рост еще большему количеству корней. Замачивать на сутки в воду, я даже не знаю, зачем это нужно делать. Крошка фи. У меня желтеют кончики листья у камбрии. Я их обрезаю, они опять желтеют. Может, от грибка полить фитоспорином. Жаль, цветок очень красиво цветет. Если сохнет листик на старой бульбе, это заложено у камбрии в природе. Когда бульба отцветает, через какой-то промежуток времени, вот стоит бульбочка, давайте покажу вам на своей камбрии, это или мильтония, я определить не могу, потому что на ней было написано камбрия микс, когда я его покупала. Что происходит с нашими камбриями, мильтониями, вот это бульбовые орхидеи. Вот это была цветущая бульба. Эта бульба никогда больше цвести не будет. И со временем она начинает, у каких-то цветов это происходит сразу, у каких-то через какой-то промежуток времени, у меня, например, на моей камбрии это происходит через год. У каких-то орхидей это происходит стремительно, у каких-то орхидей происходит долго. Вот эти и вот эти листики оставшиеся, она обязательно сбросит и засушит. У нее остается вот такая лысая бульба. Вот эта большая бульба, сейчас как-то поверну, вот эта большая бульба останется вот такой лысой, одной. Она будет давать питание новым ростом. И засушивание этих листиков – это нормальный, естественный процесс. Если вы точно определили, что на кончиках листьев нет никаких вредителей, потому что клещи тоже любят такие орхидеи, и не чрезмерная ли у вас сухость в помещении? Потому что такие орхидеи любят большую влажность и могут сушить кончики листьев из-за того, что им не хватает влажности в вашем помещении. Но отрезать кончики листьев не надо.
Если точно нет вредителей, пусть сушит так, как она сушит. Друзья, по техническим причинам это видео будет состоять из 2 частей. И вторая часть выйдет завтра. Это будет продолжение ответов на ваши вопросы.